Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события сегодня происходили и какие движения по рынку ожидать сегодня на вечерней сессии. Так, давайте для начала посмотрим, что у нас было по календарю событий. По календарю событий у нас сегодня ожидалась масса статистики. По Европе в 12 часов плюс-минус все более или менее ровно вышло. Ну, по Германии чуть меньше, чем предполагалось, но для Германии сфера услуг она не столь ключевая, как производственная активность. А Штаты действительно огорчили. Огорчили они тем, что вот это изменение занятых в несельхозхозяйственном секторе вышло значительно меньше, чем предполагалось. Это на самом деле знак достаточно негативный, потому как там с прогнозами, ну, по крайней мере, когда какая-то разбалансировка не начинается, там все достаточно более или менее четко с прогнозами. То есть вот здесь такая значительная раскорреляция, она говорит либо о непонимании того, что происходит, либо о потере управляемости системы. Поэтому, конечно, вот эта статистика, она сама по себе важная, она говорит о том, какая реальная занятость в США. И то, что она восстанавливается не так быстро, как это необходимо, ну, это, в общем-то, может в ближайшее время колоссальные проблемы создать. Но в то же время индексы деловой активности, вот композитные и в сфере услуг, они вышли позитивные. Ну, тут как бы не сказать, что они вообще никакой роли не играют. Все-таки это говорит о том, что восстановление американской экономики, оно так или иначе протекает, особенно в секторе услуг, потому что Америка сейчас это в основном именно сектор услуг. Здесь достаточно ощутимый рост, почти на 1% от прогноза. И если рассматривать предыдущие значения, то вообще 1,5%. То есть вот эти данные, они достаточно позитивные. Но на фоне того, что число занятых выросло значительно меньше, чем предполагалось, на фоне того, что индексы менеджеров по снабжению впали в депрессию, то, конечно, это, в общем-то, создает массу предпосылок для негативных сценариев. Так, ну и вот то, что касается изменения числа занятости в несельхозсекторе США от АДП. Вот смотрите, в мае, когда было обострение, когда был самый большой провал, было почти минус 20 миллионов. Если мы вот эти столбики просуммируем, которые были после того, как началось более или менее сносное восстановление, мы вот этот столбик не соберем. Это говорит о том, что восстановление в полном объеме не произошло. И на фоне этого, если еще и выходит статистика, которая не коррелирует с запланированным восстановлением, это создает все предпосылки для того, чтобы произошла хорошая корректировка на рынке, если не сказать более страшные вещи. Ну и вот то, что индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы, он аж на 3% почти вышел меньше, на 2,5%. То есть это говорит о том, что, в общем-то, не делают ставку на то, что потребуется увеличение закупа. А это, в свою очередь, говорит о том, что экономика, она не столь быстро восстанавливается. Но вот как бы если консолидировать всю вот эту картину статистики, которая по Америке вышла, что мы имеем? На текущий момент достаточно бодро шло восстановление, но сейчас оно начинает стагнировать. Это связано с тем, что рынок труда не восстанавливается, и, соответственно, те закладки, которые делают на дальнейший закуп различного товаров и полуфабрикатов, здесь не делают ставку на то, что это восстановление будет энергично протекать. То есть вот это, то, что сняли показания в феврале, вот это то, что будет в самое ближайшее время реализовано. Скорее всего, мы увидим какой-то откат в восстановлении экономики. Так, далее запасы сырой нефти, но они вышли значительно больше, чем ожидалось. Но здесь предпосылка была заложена американским институтом API с утра. Так, ну и на фоне этой статистики мы имеем негативную тенденцию на фондовом рынке. S&P 500, SFD на фьючерс. Сейчас идет борьба за уровень 3860-3850. Но вот как бы не хотелось бы, чтобы закрытие было ниже 3850, потому что если такое произойдет,
достаточно высока вероятность в этой ситуации движения, цель которого будет тестирование 3780-3785 вот этого значения. Вот. Но пока остается шанс, что все-таки закрытие будет выше 3850. И на фоне этого завтра вполне можем получить консолидацию в этом диапазоне. Так, далее индекс доллара. Но индекс доллара подпортил наметившееся движение на 90. Вот. И здесь у нас получается либо будет консолидация в этом диапазоне, либо возможно он пойдет выше. Но пока текущая ситуация она не предрасполагает к тому, чтобы было движение на 91,5. Здесь все-таки, я думаю, наиболее вероятно будет проторговка. Ну и вот на часовом таймфрейме индекс доллара мы видим, что движение вверх в стиле ужас-ужас, оно развития не получило. И сейчас пошел коррекционный откат, цель которого потестить опять вот это донышко. Ну если оно будет пробито, то это было бы очень хорошо, потому что мы сразу получаем движение с целью 89,9, 89,8. Так, ну и вот VIX, индекс ужаса и волатильности, часовой таймфрейм, была попытка пробить 26, 25,5, 26, эта попытка успехом не увенчалась, собрали стопы и пошел коррекционный откат. Ну и соответственно, если на сегодня нету закрытия выше 25,5, это позитивный знак. Это говорит о том, что отработали негативные новости по макростатистике США, и все возвращается в свое русло. Закрытие, если будет выше, завтра посмотрим, скорее всего пойдет рост. Так, друзья, далее вот по биткоину меня засыпали письмами, что там да и как. Ну смотрите, по биткоину все нормально. Пар выпустили, это часовой таймфрейм, котировка бистампа. Вот. И, соответственно, если нет пробоя 50 300, 50 200, вот. Ну, на самом деле, с учетом волатильности крипты, здесь шпиль могут быть здоров какой нарисовать. Но если он не закрепляется, если потом идет затягивание, то это не является пробоем. Это сбор стоп-заявок и испытания на прочность. Вот. И здесь вот удержание вот этого диапазона, как, скажем так, ключевого 5200-5300, если на него ориентироваться, то у нас отсюда пойдет дальнейший рост. Ну, ближайшая цель, наверное, 55, возможно, даже побольше. В целом, с учетом того, что деньги так или иначе будут предоставляться, крипта все-таки хорошая альтернатива для, ну, по крайней мере, психологической борьбы с инфляцией, то, наверное, будут еще сюда деньги доливать и переписывать хаи по биткоину, по эфиру. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Вот, ну, получается, здесь у нас отбой произошел от уровня 62,5. Ну, здесь небольшое растяжение диапазона. На самом деле уровень, конечно, 62,5. Вот, соответственно, это отбой здесь, разворот, отбой. И сейчас развивается, несмотря на то, что там колоссальный избыток нефти, движение, цель которого опять 66,3. Так, переходя на часовой таймфрейм, что мы имеем? Ну вот, негатив был выплеснут вот здесь. Вот, соответственно, сейчас будет попытка роста. Попытка роста, цель движения у этой попытки 65,5, первая. Но вот сейчас на текущий момент здесь вполне может быть движение, цель которого 63,4. Вот сейчас здесь наметился коррекционный откат на 63,4, вот сюда вот. В том случае, если этот коррекционный откат не приводит к пробитию 63, то вот от всех этих значений наиболее вероятно, с моей точки зрения, нефть будет выкупаться и потом пойдет движение на 65,5. Но по часовику говорить о движении на 66,25, я думаю, преждевременно. Но тем не менее, если эта коррекция, она захлебнется, а вероятность этого, я думаю, достаточно большая, что она захлебнется, ну, скорее всего, либо куда-то сюда, либо вот сюда будет откат. И потом, по факту, до набора позиций пойдет движение на 65,5. Вот, я думаю, такой сценарий наиболее вероятен. Соответственно, сценарий не срабатывает, если пробой 63 происходит. Но здесь уже никуда не деться. Пойдет более глубокое движение. Возможно, даже пробой 62,5, 62,35 вот этого диапазона. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм. Но здесь фактически
я думаю, весьма вероятно, что картина айс. Потому что 1700 сделали, конечно, хотелось бы заходы вот сюда, но в целом здесь уже пошли такие сделки, которые весьма вероятно указывают на то, что отсюда развивается движение, первая цель которого 1736, вот сюда, вот в этот диапазон. Вот, здесь есть какой нюанс. Если будет коррекционный откат, но не будет пробит уровень 1694, то весь этот откат будет выкуплен и движение на 1736 скорее всего произойдет. Вот. Но если здесь будет пробой, то уже как бы, наверное, там его лучше не ловить, оно пойдет и более ниже. На текущий момент по золоту, если рассматривать 15-минутный таймфрейм, вот здесь есть у него уровень, это 1713. Если этот уровень будет пробит, то отсюда пойдет движение, цель этого движения будет 1706-1705, вот сюда вот. Вот. Если этот уровень не пробивается, 1713, то здесь вот уже идет набор позиций, и в этой ситуации удержание данного значения отсюда, либо от 1713, пойдет импульс наверх, и первая цель движения этого импульса 1731,5, вот сюда вот. Так, друзья, далее серебро. Ну, смотрите, серебро, у него ключевой уровень это 26,2, первый, и второй 25,85. Вот здесь у нас фактически двойное дно нарисовалось. Это 4-часовой таймфрейм. И в том случае, если не будет в ближайшее время движения с пробоем 26,1-26 вот этого диапазона, то у нас вот отсюда сейчас идет импульс движения, у которого первая цель 26,85. Вот сюда вот к этому значению сходить. Если здесь будет пробой, то следующая цель это пробитие 25,82 и уход на 24,5. Так, если все-таки позитивный сценарий реализуется, я думаю, по крайней мере движение сюда наиболее вероятно, то здесь после донабора позиций следующий цикл движения будет 28,1-28,2. Но если переходить на часовик, то по серебру вот сейчас вполне как бы весьма вероятно сегодня либо завтра с утра отработка 26,8. Опять же, если опираться на часовой таймфрейм, здесь стоп, я предполагаю 26,1. Так, друзья, далее RGBI, индекс российских ОФЗ, с которым очень хорошо связан рубль и его курс к валютам. Недельный таймфрейм беру, дневной таймфрейм указывает на то, что здесь возможно произошел разворот, но этот разворот пока какой-то кислый. Для того, чтобы сказать, что все, произошел разворот и пошел рост интереса к российским ОФЗ, надо подождать окончания этой недели и возможно следующей. Тут с одной стороны был промежуточный уровень 148,25, но вот это движение, оно было бы хорошо для отбоя, чтобы оно сходило на 145,3. Вот здесь вот есть определенная цель. При отбитии от этого уровня возникает разворот и движение вот сюда, вот к этой границе диапазона, тогда вполне вероятно. Пока здесь сложно сказать, насколько точно произошел разворот. По дневному таймфрейму произошел, но там определенно есть нюансы, которые для того, чтобы прояснить картину, надо подождать окончания недели. А по дневкам, да, развернулись и все, хвала рублю. Так, друзья, далее USD Tomorrow, дневной таймфрейм, рубль-доллар. Ну, здесь у нас движение в боковике, но сегодня выносили и, соответственно, было движение. Немножко, правда, не дошли вот до этого значения 73.35, 73.33, но 73,5 сделали. Так, переходя на часовой таймфрейм, что здесь можно сказать? Ну, смотрите, вот если сейчас идет движение вниз на укрепление рубля и происходит пробой 73,9, 73,85, то весьма вероятно у нас отсюда будет движение и закрытие в районе 73-75, вот где-то здесь. Если мы вот этот диапазончик сейчас не пробьем, то у нас отсюда пойдет движение с целью потестить 74,1 и сегодня здесь закрепиться. Переходя на 15-минутный таймфрейм, здесь в общем-то больше факторов указывает на то, что разовьется движение, цель которого будет сходить в диапазон 74-74,1. Вот сюда вот отработать, здесь есть застарелая цель.
Вот. Соответственно, этот сценарий не будет реализован, если происходит откат и пробитие 73.85. Если такое возникает, то у нас цель движения тестирование нижней границы вот этой расширенной консолидации. Вот. Но пока по 15 минутке здесь все указывает на то, что будет импульс вот сюда вот. А вот дальше уже вопрос. Здесь либо пойдет снижение объема, и тогда мы увидим откат к нижней границе вот этой поджатой консолидации. Или же, если будет пробой, то сегодня закрываемся выше 74.1. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, РИХ 1. Соответственно, здесь у нас 147 сегодня потестировали, даже повыше сходили и даже закрепились. И поэтому вот эта текущая картина, которая здесь возникла, у нас есть давно известный уровень, сильный, точнее диапазон 145, 144, 500. Вот если его пробитие не происходит, то отсюда будет повторный импульс движения. И цель этого движения 147, 200 и потом пробить 148 и уйти наверх. Если здесь все-таки будет пробой вот этого диапазона, то у нас происходит коррекционный откат целевого движения на 143, 142, 500. Так, друзья, ну вот сегодня в телеграм-канале постил по бумагам, по которым были вопросы. Вот здесь, кому интересно, Газпром, Фармсинтез, по Сберу я писал и по поводу пика. Соответственно, кому интересно, можете посмотреть, но пересказывать смысла не вижу. Все, друзья, основные моменты. Если вам интересно, подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. Спасибо за внимание, успешных торгов, всего наилучшего.